Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодняшний мастер-класс мой посвящен берету. Классический берет, вот я его связала, расскажу и покажу, как он вяжется. И что я хочу сказать, вот до сих пор хорошие береты не слишком пользовались популярностью, модностью. Но осенью 23 года эта шапка на пике трендов, поскольку известные кутюрье включили их в свои модные показы коллекций. Поэтому прежняя актуальность беретов вернулась и заняла вершину модного Олимпа. Современные береты могут быть тонкими, плоскими, в классическом исполнении, вязаные, объемные. Можно дополнить их вуалью, иногда даже можно козырек сделать. Вяжут их из шерсти, кашемира. Можно сшить из кожи, но это как бы не наш случай. Вот такой головной убор я сегодня предлагаю вам связать вместе со мной. Я подробно рассказываю и показываю, как это делается. Значит, вязала я этот беретик. Вот такой красивый беретик. Вязала я его из шерсти, не шерсти, а 50% ланы мерино и 50% вибра. Это итальянская пряжа. Значит, использовала я здесь на 100 грамм 200 метров. Использовала я спицы для резиночки 3,5 мм, а для основного вязания 4 мм. Ушло у меня вот на этот берет чуть-чуть больше, чем 100 грамм. Значит, 100 грамм, ну 150 это точно вам хватит, да? Даже чуть меньше, ну не важно, 150 грамм шерсти вам хватит. Поэтому, кому нравится носить береты, кто любит береты, пожалуйста, я предлагаю связать их, такой беретик, вам вместе со мной. Пожалуйста, смотрите мой мастер-класс и пробуйте вязать. Итак, приступим. Значит, нам необходима, естественно, пряжа. Я буду использовать такую пряжу. Она сделана итальянская. В 100 граммах 200 метров. Значит, здесь 50% лана, меринос и 50% фибры. Да? Значит, спицы. 2 пары круговых спиц. У меня 2 пары, значит, эти 3,5 мм и 4 мм, значит, миллиметр разница. Этим мы будем набирать основание берета и вязать его, а потом переходить на эти спицы. Ну и, естественно, сантиметр. Значит, чтобы начать вязать, нам надо связать, естественно, образец. Вы берете спицы меньшего диаметра и вяжете образец, резинку 3 на 2. Вот я его уже связала, да. Вот основание берета, вот эта часть, которая будет прилегать плотно к голове, у меня связана резиночкой 3 на 2. Вот видите, с этой стороны 2 петельки, а с этой стороны 3 петельки. И связав вот такой образец резиночки, вы в растянутом виде высчитываете, сколько у вас петель в 10 сантиметрах. Вот я беру тоже мою рулеточку, вот прикладываю к началу, там где 3 петельки, растягиваю, и вот у меня получается, что вот 10 сантиметров. Я рассчитываю, сколько петель у меня в 10 сантиметрах. У меня получилось, значит, что у меня в 10 сантиметрах 24 петли. Окружность головы у меня 55 сантиметров. Я буду вязать на 55 сантиметров. Это условно размер шапки, да, вот когда покупаете вы шапку, там 56 размер шапки, 55 размер шапки, вот я буду вязать на 55 сантиметров. Рассчитываю количество петель 55, умножаю, у меня исправления были, да, умножаю на 2,4 и получается 132 петли. Так как я вяжу резинку 3 на 2, значит, условно у меня раппорт 5 петель. Значит, мое количество петель должно делиться на 5. Вот 132. Ближайшее, которое делится на 5, я возьму 130 петель, плюс 1 для замыкания моего вязания в круг. Значит, мне надо набрать 131 петлю. Значит, как я это буду делать? Можно, в принципе, начинать набирать сразу на эти спицы, как вы привыкли, так как буду использовать самый обычный способ. Можно набирать сразу на эти. Но я вам хочу показать один способ, которым я пользуюсь. Может, вам он тоже понравится и вам покажется это легче. Для набора петель я использую прямую спицу.
вот на такого же диаметра, как у меня вот эти, это 3,5 миллиметра, я беру одну прямую спицу. Беру мой моточек ниток. Так, нахожу здесь мой хвостик. И будем начинать набирать петли. И здесь опять встает вопрос, какой длины оставить вот этот хвостик, чтобы вам не пришлось опять, если вдруг не хватит, распускать и набирать петли по новой. Условно, как я делаю? Значит, мне надо набрать 120 петель. Я считаю это, как будто это 1,20 м. И умножаю на 1,5. То есть в 1,5 раза длиннее. Это будет 1,80 м. Беру рулеточку и мерю вот этот хвостик. Отмеряю его, чтобы он был 1,80 м. Так вот, 1,5 метра и еще 30 сантиметров. Вот я нашла вот эту точку, где у меня 1,80 м хвостик. Вот он длинный, 1,80 м. И что мы делаем? Вот эта часть хвостика, который от начала, да, он идет как бы вот на большой палец, а от клубка идет на указательный палец. Беру свою спицу, вставляю и поворачиваю ее. Вот у меня одна петелька у меня уже набрана. И дальше мы продолжаем набирать самым обыкновенным способом. Вот, 2, 3, 4, 5 и так дальше. И набираем необходимое количество петель. У меня это 131 петля. Я набрала 121 петлю. Вот на спице у меня ровненько расправила здесь. И вот посмотрите, у меня остался вот такой хвостик. Он, ну, чуть-чуть длинноват, но это не так страшно, если бы мне его не хватило, да? Вот можно было чуть покороче, но уже не принципиально. Значит, берем наши спицы, которым будем вязать основание берета. Это ту часть берета, вот эту как бы резиночку, которая будет примыкать у нас плотно к голове. Вот эту резиночку можно вязать высотой от 3, скажем, 3-5 сантиметров. Кто как хочет, да, какой высоты хотите вот эту часть. Но я думаю, что я свяжу сантиметра 4, да. Значит, но это потом, это просто отступление. Значит, берем наши спицы, которые мы вяжем вот это основание берета, и начинаем вязать с первой же петли нашу резинку 3 на 2, да. Значит, первая лицевая, раз лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая и 2 изнаночные. Раз, 2. Итак, мы с вами провяжем первые 60 петель. Значит, вы считайте и провяжите 60 петель. Вот я провязала 60 петель. Ну, почему 60, вы, наверное, догадались? Это ровно половина, да? От 120 это ровно половина. И теперь я вот эту спицу свою вытаскиваю. Это сразу же я подготавливаю себя к тому, чтобы довязать способ Magic Loop, чтобы мне потом не надо было ничего делить пополам, как бы перетягивать леску. И продолжаю следующие 60 петель вязать уже, как бы леску я вот вытянула, видите, она будет у меня посередине оставаться. И буду продолжать вязать до конца ряда оставшиеся 60 петель, также 3, 2, 3, 2, не довязав одну петельку, да. В общем, мы свяжем 120, и одна петелька у нас останется не провязанная. Давайте будем продолжать. Ну вот я закончила первый ряд, и видите, у меня все петли сразу же получились уже поделены пополам. Они у меня на 2 спицах, да? Вот здесь я ряд закончила. Вот у меня ниточка от клубка идет. И последняя петелька, как я вам сказала, вот она у меня здесь не провязанная осталась. Значит, что я с ней делаю? Я беру крючок, беру вот эту последнюю петельку, которая не провязана, и одеваю ее на другую спицу. Вот я ее переодела просто, да? И потом первую петельку, то есть и через нее протягиваю первую петлю на этой спице. Короче говоря, я просто закрепляю вот так вот
наш ряд. Все. Теперь я, значит, беру ниточку от клубка, которую мы будем вязать. Значит, сейчас будем вязать петли вот на этой спице, в данном случае на верхней. Эту спицу мы можем вытащить. И известным нам способом Magic Loop мы будем продолжать вязать основание нашего берета резиночкой 3 на 2 на высоту, которую вы для себя определили. Я буду вязать это 4 сантиметра. Единственное, что вы не забудьте, в последний ряд резинки вы перейдите на вязание уже спицами, которыми мы будем вязать основную часть берета. Значит, сейчас мы с вами вяжем резинку 3 на 2 на высоту 4 сантиметра. Значит, я вот начинаю, первая петелька у меня лицевая, и так я пошла дальше, да, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных. Единственное, что смотрите, что вот здесь вот этот ряд у вас первым ряд не переворачивались петельки, чтобы у вас было все ровненько. Вот этот наборный ряд, он должен быть внутри. Так, ну давайте будем работать, и когда мы свяжем с вами эту резиночку, мы опять с вами встретимся. Ну вот я связала резинку 4 сантиметра у меня получилось. И теперь мы будем переходить дальше на вязание рисунка. И, значит, и перешла на спицы. Вот то, что еще раз напоминаю, на более толстые спицы перешла. Теперь, чтобы немножко вы понимали, о чем идет речь, я вот с интернета скачала один рисунок, чтобы было понятно немножко, о чем идет речь, так как художник с меня не очень, поэтому я буду показывать на рисунке. Значит, вот это берет, условно, да, и, значит, у него здесь вот есть основание, вот эта вот полосочка, которую вот мы связали, да, вот это наша полосочка. И теперь отсюда идет расширение, как вот видите, берета сначала идет эта часть расширения, а потом сужение. И вот эта часть расширения, да, она где-то должна быть от 6 до 8 сантиметров. И вот по кругу вот эта часть, вот это уже будет дно берета. Значит, вот здесь по кругу петель должно быть где-то в 1,5, 1,6 больше, чем вот здесь у нас, когда мы набрали. Значит, сейчас мы должны прибавлять петли на протяжении 8 сантиметров. Вот сейчас будем вязать 8 сантиметров и будем здесь прибавлять петли. А потом, наоборот, эти петли будут сужаться. И вот у нас будет получаться вот такой вот беретик. Теперь, значит, что о рисунке, да? Значит, я вот предлагаю связать берет таким рисунком. Вот такими вот, как бы, красивые косички получаются. И, значит, сам раппорт рисунка, вот у меня 5 петель лицевые, 2 изнаночные, 5 лицевых, 2 изнаночные и так дальше, да? Вот. И чтобы перейти на вязание этого рисунка, как раз очень удобно сразу сделать прибавки. Вот посмотрите, у нас здесь 3 и 2, а мне надо было, чтобы было 5 и 2. И, значит, вот в этом первом ряду мы сразу сейчас начнем вязать рисунок и будем делать с вами прибавки. И будет очень красивый переход, и не видно того, что мы прибавляли эти наши петельки. Как это делать? Значит, первый ряд раппорта. Мы берем вот эти 3 первые лицевые петли. Я вставляю туда спицу и провязываю вот так вот эти все 3 петельки одной петлей. Вот, раз. Делаю накид. Опять вхожу туда же. Еще одну петельку. 3. Делаю накид. 4. И еще раз протягиваю. И вот у меня, и потом сбрасываю со спицы. И вот у меня получается из 3 5 петель здесь. Дальше 2 изнаночные. Провязываю просто 2 изнаночные. Теперь опять 3 лицевых. Ввожу спицу справа налево во все 3 петельки. Провязываю. Раз петля, накид. 2 петля, накид. И 3 петля. И сбрасываю со спицы. И потом 2 изнаночные. Итак, мы провязываем полностью один ряд. Давайте мы сейчас его провяжем, потом продолжим. Смотрите, первый ряд я провязала. Вот мы сразу сделали прибавки, да, по этому ряду. И сейчас мы провяжем, значит, вот эта часть
берета, которое вот расширяется, оно примерно 8 сантиметров должно быть. Значит, мы сейчас провяжем половину 4 сантиметра и потом посмотрим, может мы еще сделаем прибавки, да? Значит, сейчас мы вяжем 4 сантиметра. Вот отсюда в высоту 4 сантиметра. И я вам расскажу про раппорт рисунка дальше. Да? Раппорт в высоту 4 ряда. Значит, следующие 3 ряда. Вот первый ряд мы связали. Следующие 3 ряда мы вяжем, как смотрится по рисунку. Значит, опять 5 лицевых, 2 изнаночных, 5 лицевых, 2 изнаночных. И так мы свяжем с вами 3 ряда. Потом опять, значит, первый ряд раппорта. Здесь мы вязали из 3 петель, мы вязали 5. А там мы будем вязать из 5 5. Уже прибавки делать не будем. И мы будем вставлять спицу справа налево в 5 петель. И также, как мы делали в первом ряду, будем вытаскивать 5 петель. Значит, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Итак, мы с вами провяжем 2 раппорта. Значит, сейчас еще 3 ряда, так как смотрится. Лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные. Потом в 5 ряду из 5 лицевых 5 мы вытащим и провяжем еще 4 ряда. В общем, в общей сложности мы сейчас провяжем с вами 8 рядов. И потом посмотрим дальше, как мы будем делать прибавки. И еще я забыла сказать, кому неудобно, да, вот начало ряда, чтобы не запутаться, вы можете в начале ряда вот повесить маркер, да, чтобы вы знали, где у вас начало ряда. Я, в принципе, ориентируюсь вот по этому хвостику, поэтому я никогда не вешаю, чтобы он мне не путался. Ну, кому это необходимо, можете повесить маркер, и тогда вам будет удобнее вязать. Значит, вот сейчас 2, 3 и 4 ряд мы вяжем просто лицевыми. Вот эти 5 петель лицевыми. 2, 3, 4, 5 и 2 изнаночные. Здесь вот только смотри, что петельки у вас разложились, чтобы ну, порядок их не перепутали, да? Значит, 1, 2, 3, 4 и 5. И опять 2. Итак, таким образом вяжите 3 ряда. Потом еще новый раппорт. Первый ряд с перекрещиванием. И 3 плюс, как смотрится. Всего 8 рядов. Ну, вот я провязала 2 раппорта, 8 рядов. И смотрите, что получается. Видно, что вот наш беретик, он как бы расширяется за счет того, что мы добавили петли. Значит, у меня здесь получилось, ну, не 4 сантиметра, получилось 3,5, да, ну, не важно, это не столь важно. Нам главное, чтобы общая высота у нас была 8 сантиметров. Поэтому, значит, сейчас вот я думаю, что придется еще немножко добавить петель. И вот мы сейчас сделаем небольшой расчет с вами, и тогда будет все понятно. Вот смотрите. У нас изначально было 130 петель. Значит, в раппорт 5 петель, да, 3 и 2. Значит, 26 раппортов. Так как мы добавили в каждом раппорте по 2 петли, то есть из 3 сделали 5, значит, мы всего добавили 52 петли. Вы, естественно, свой расчет делаете, но вот я как бы даю вам алгоритм. Значит, мы добавили уже 52 петли. Значит, 130 было, плюс 52 мы добавили, и у нас сейчас 180 петель. 182 петли. Вот. А конечный результат, вот здесь вот по кругу, я сказала, вот здесь вот по кругу нашего как бы дна беретика, я сказала, что примерно должно быть в 1,6, 1,7 петель больше, чем изначально. И вот мы посчитаю, значит, у меня изначально 130 петель, я умножаю на 1,6, значит, должно получиться 208 петель. Но это, так сказать, плюс-минус, может, одна петля туда, одна сюда, это уже не столь важно. Но как бы вот ориентировочно вот это количество. Значит, 208 отнимает 182 петли, то, что у нас уже есть. Получается, что надо добавить еще 26 петель. Вот, и видите, у меня получилось супер, да, я как бы не рассчитывала специально, но мне надо добавить еще 26 петель, и у меня 26 раппортов. Значит, в каждом раппорте я добавлю еще одну петельку. Вот вы посмотрите, как у вас, если там, я еще сказала, если чуть-чуть побольше петель получится, ну не так страшно, да, ну примерно должно получиться 208 петель. Посмотрите, как у вас получится. Значит, сейчас я в каждом раппорте добавлю еще одну петельку. И будем вязать дальше, продолжать вязать наш берет вот на высоту 8 сантиметров. Как мы будем делать прибавку? Сейчас я вам покажу. Значит,
Сейчас мне надо по раппорту опять вязать из 5 петель. Раз, вот я опять их протягиваю, 5 петель. Из 5 петель я должна вывязать 5, да? Раз, накид, 2, накид и 3. Значит, вот эту группу из 5 петель я не изменяю. А вот там, где у нас 2 петельки, я посерединке добавлю еще одну петлю. Вот смотрите, я провязываю изнаночная, потом одеваю протяжку на спицу и провязываю еще изнаночную и третью. И вот в этом раппорте я одну петельку добавила. И дальше также опять я беру 5 петель, провязываю их вместе, вытягиваю, накид, опять 5 петель, провязываю, вот видите, не получилось, так, накид, 5 петель, 5 накид и еще раз. Вот, и посерединке, где 2 изнаночные, я добавляю одну петельку. И так я делаю в каждом раппорте, добавлю еще по одной петле. Значит, мы закончим сейчас вот этот ряд, где мы делаем добавки, и свяжем, я думаю, еще 3 раппорта. Ну, в общем, чтобы у нас получилось 8 сантиметров. Давайте вот дальше мы продолжим. Единственное, что я вам советую, я тоже это делаю, чтобы не запутаться в количестве рядов. Вот я 2 раппорта связала, 1, 2, 3, 4. Я зачеркиваю ряды. И сейчас вот я тоже, следующий раппорт у меня будет. И еще один, наверное. И вот сейчас я провяжу еще 3 раппорта по кругу. Вы проделаете то же самое, да? И потом будем дальше работать. Ну, вот смотрите, я провязала мое тело беретика, да, на высоту 8 сантиметров. Вот от резиночки у меня получилось 8 сантиметров. Видите, какая красота получается, да? И у меня всего получилось здесь 5 раппортов полностью. Я не знаю, как у вас получается, но в принципе вот 8 сантиметров, да? И теперь, что мы должны сделать? Мы теперь будем вязать с вами так называемое дно. Вот эту часть, вот эту круглую часть, которая как бы находится вот поверху головы. Будем вязать сейчас вот последнюю часть нашего берета. И логично, что вот это дно должно быть такое же по размеру, вот как у нас сейчас получилось, только без резинки. Вот эту часть мы потом закроем, это будет у нас макушечка. Значит, мы должны провязать сейчас в зеркальном отображении вот эту часть, ну как бы в обратном, да, вот сейчас здесь мы прибавляли, а чтобы получить обратную часть, мы будем убавлять. Поэтому сейчас мы должны провязать опять еще, вот у меня это 3 раппорта получилось, да, там где я добавляла, еще одну прибавку делала, или это примерно 4 сантиметра, да. Значит, я сейчас вяжу в обратном направлении, то есть, ну не в обратном, как бы еще вяжу 3 раппорта, и в последнем ряду 3-го раппорта, это значит у меня мои раппорты по 4 ряда. Значит, я сейчас провяжу 1, 2, 3 раппорт, и в последнем ряду 3-го раппорта я буду убавлять петли. Значит, вот вы сейчас тоже провяжите еще просто на высоту 4 сантиметра, и вот в последнем ряду, когда у вас останется один ряд еще до 4, мы с вами встретимся и будем ряд делать с убавлениями. Значит, мы сейчас просто продолжаем вязать еще 4 сантиметра просто по прямой. Ну, смотрите, продолжаем нашу работу. Тут я довязала, я вам говорила, еще 3 раппорта. Только один ряд, в последнем раппорте я не довязала один ряд. И в этом ряду мы сейчас будем делать убавки. Вот посмотрите, что у меня получается. Это вот как бы нижняя часть берета, да. Если мы повернем, вот у нас это, значит, донышко берета. И вот я чуть-чуть уже связала от начальной. И вот мы так будем сужать, и у нас получится уже готовая вещь, да? Значит, чтобы еще немножко, может, понятнее было, я вот еще попробовала такую схему вам нарисовать. Может, так будет получше, да? Вот условно, смотрите, мы сейчас вот начали вязать, это как бы сегмент нашего, да? Вот мы начали вязать, это у нас была наша ножка берета, да, то, что мы связали, вот она резиночка. Потом мы начали вязать, и через 3,5 сантиметра мы делали первую, нет, неправильно, мы сразу же сделали первую прибавку после нашей вот этой основной части резинки. Мы сделали здесь первая прибавка, потом провязали 3,5 сантиметра, сделали вторую прибавку.
И дальше вязали 4,5 сантиметра, и вот мы дошли до середины. Значит, вот это расстояние до середины должно быть 8 сантиметров, 7-8, да, как хотите. И вот эту вторую прибавку вы делаете там, где вы удобнее, да. Можно чуть ближе к ножке, может чуть дальше, как у вас по рапортам получается, как вам удобнее. И когда мы дошли до середины, вот сейчас я связала опять 4,5 сантиметра уже, вот как бы назад, да. И вот сейчас мы находимся вот в этом месте, и сейчас мы будем делать уже первую убавку. Вот где мы делали вторую прибавку, значит, здесь мы будем делать первую убавку. И потом свяжем еще 3,5 сантиметра и сделаем вторую убавку, да? Значит, вот сейчас мы находимся с вами вот в этом месте. И как я буду убавлять петельки, вот сейчас я вам покажу, да? Значит, вот мы начинаем, вот у меня начинается последний ряд моего раппорта, да? Здесь, в принципе, я вижу, как должна вязать все, как у меня петельки смотрятся. Значит, вот я вяжу мои лицевые 5. И посерединке у меня 3 изнаночные. Вот эти 3 изнаночные, в этом месте мы будем делать убавки. Мы из 3 сделаем 2. Вот я 2 первые изнаночные провяжу вместе, а вторую, то есть а третью просто. И вот так мы будем провяжем весь ряд. Вот опять 3 изнаночные, я 2 свяжу вместе, а третью просто одну. Так мы сейчас закончим этот ряд до конца, и потом нам надо будет связать еще 3,5 сантиметра до второй убавки. Значит, вы сейчас свяжите вот этот ряд с первой убавки, потом свяжите еще 3,5 сантиметра, чтобы у вас в общей сложности получилось такое же расстояние здесь, как у нас было здесь. И потом мы здесь встретимся, я покажу, как мы делать будем вторую убавку, да. В общем, у меня здесь еще надо будет 2 раппорта провязать. Здесь я провязала 3, а здесь 2. Как у вас получается? Ну, смотрите, я думаю, что примерно где-то так. Значит, сейчас мы вяжем вот этот ряд с убавками, потом еще 3,5 сантиметра, и вот здесь мы встречаемся. Мы провязали после резиночки, значит, 16 сантиметров в высоту наш беретик. И вот что получается. Вот смотрите. Вот, мы дошли уже, вернулись, скажем, вот к нашей резинке, да, вот нам осталось теперь сформировать самую последнюю часть донышка, доделать. И, значит, в этом ряду, это у меня первый ряд следующего раппорта, в этом ряду мы сейчас сделаем убавки еще раз, и потом начнем вязать с вами донышко, вот это так называем, будем формировать с вами донышко. Я тоже покажу, как это делать. Сейчас мы вот провяжем ряд. Мы сделаем ряд еще с такими, ну, основательными убавками, да. Если вы помните, мы когда здесь начинали резиночку, мы вязали из 3 5, и у нас за счет этого прибавились петли. Здесь мы будем сейчас наоборот. Мы из 5 петель будем вязать только 3, и за счет этого у нас пойдут наши основные убавки, да. Значит, вот смотрите, у меня 5 петель, я 5 ввожу спицу справа налево во все 5 петель. Так, провязываю раз петлю, накид делаю и провязываю 2 петлю. И всего у меня получается 3. Я снимаю, да, я не вяжу 5, как мы все время делали, а вот сейчас из 5 делаю 3. И так мы вот этот ряд весь провяжем, да. Опять из 5 петель мы делаем 3. Значит, раз, накид. И вторая. И так мы провяжем этот ряд до конца. Ну вот ряд с убавками я сделала. И теперь нам надо постепенно вот закрывать вот эту нашу макушечку. И мы будем это делать, провязывать дальше наши раппорты и понемножку убавляя петли. Значит, сейчас что мы делаем? Вот мы первый ряд раппорта связали из 5 3 и довязываем наш раппорт до конца. То есть еще 3 ряда. Вот эти 3 ряда мы сейчас закончим раппорт, и потом опять с вами встретимся. Значит, вяжем сейчас 3 ряда, как у нас смотрятся петли просто. Так, следующий раппорт мы провяжем таким образом, то есть следующие 4 ряда, да. Значит, что мы будем делать сейчас? Мы должны по-прежнему закрывать петельки, но так, чтобы это все было равномерно. Значит, как мы будем вязать следующие 4 ряда? Первый ряд, вот и 3 петельки у нас. Мы из 3
будем делать еще один раз 3 петельки, да? Из 3 3. А там, где у нас 2 изнаночные, вот эти 2 изнаночные мы провяжем их вместе 1 изнаночной. Опять из 3 мы провязываем 3, а 2 изнаночные следующие мы провязываем 1. Итак, мы вяжем, это у нас получится первый ряд раппорта, и потом 2, 3, 4, как у нас смотрятся петельки. Сейчас вот я тоже провяжу, и потом мы дальше с вами продолжим работу. Так, следующий раппорт мы вяжем таким образом, да? Значит, вот эти наши 3 петельки, которые у нас вот 3 вместе, я их возьму все 3 на спицу и провяжу из них 1 петельку. В общем, я 3 сразу закрою и изнаночную. Опять из 3 3, то есть из 3 1 и изнаночную. И фактически у нас сейчас получится, мы будем вязать резинку, вот получается 1 на 1, да? Резинка 1 на 1. И так мы провяжем следующие 4 ряда. То есть еще один раппорт. Ну вот, наш берет почти готов. Нам осталось связать еще последние 2 ряда. И как мы будем вязать? Значит, смотрите. Первый ряд мы вяжем вместе. Видите, у нас лицевая, изнаночная. Мы их провязываем вместе. Лицевая, изнаночная. Провязываем вместе. И так вот весь ряд. Лицевая, изнаночная. Провязываем вместе лицевой. То есть мы сокращаем все наши петельки вдвое. И последний ряд. Здесь мы уже будем вязать, так как у нас сейчас все лицевые, будем вязать по 2 лицевых вместе. То есть сократим еще раз все петельки вдвое. Это самая приятная часть работы, когда вы знаете, что все, мы с вами уже закончили, и наш труд можно будет скоро посмотреть, что у нас какой результат у нас получился, да? Значит, осталось мне вот еще одну спицу провязать. Опять 2 лицевые вместе. Я их провязываю тоже, вот как бы ввожу в спицу слева, то есть справа налево, ну, чтобы было так же, как вот мы делали, когда по 5 петель вместе связывали, мы тоже вводили справа налево. Вот смотрите, что у меня получилось. Так, вот мы мой беретик, то есть наш берет закончили. У нас осталось вот еще немножечко петель, которые мы просто возьмем сейчас с вами иголочку. И мы иголкой эти петельки все стянем. Значит, вот сейчас ниточку я могу уже обрезать. Беру иголочку, вставляю эту ниточку в иголочку. И сейчас мы будем с вами затягивать петли. И затягивать вы начинаете с той стороны, где вы только что закончили вязать. Потому что если пойдете сюда, потянете, у вас вот эта петелька распустится. Поэтому мы начинаем с той спицы, которую только что провязали. Вот я снимаю, у меня здесь 6 петель осталось. И перехожу на эту спицу. И здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. В итоге мне оказалось 12 петель, последние, которые мы должны. Вот мы их просто сейчас вот, видите, вот мы их стянули. И сейчас эту ниточку я заправлю. И вот, в принципе, наша работа уже готова. Сейчас я так немножко сделаю, чтобы показать, что у нас получилось. Потом я эту заправлю, да? Ну вот, смотрите, вот наш беретик красивый получился. После чего, после всего этого, вы, значит, заправите ниточки, которые у вас хвостики останутся. При желании, не при желании, наверное, скорее всего, это необходимо. Надо его постирать, вот этот наш беретик.
и тогда можно будет померить. Так что давайте сейчас мы его закончим, и наша работа будет готова.